унитаза, они все засирают. Это ужас один просто. Ну это я ей постелила, потому что ей спать уже больно. Вот, с креветкой, я думаю, ей понравится. Если я не выйду, просто они другого человека поставят. Ух ты, какие они красивые. Они обалденные. Я опять думаю, ну все попало. Вы готовы? Друзья, всем привет! Я сейчас созвонился с Розой. Хотел там ей искать пару хороших новостей, но Роза меня обрадовала не совсем хорошими. У нее сейчас начались серьезные проблемы со здоровьем. Поднялось очень высоко давление. Сердце болит, голова болит. И это длится уже последние, там она как говорит, там неделю либо 10 дней. Она мне не звонила. Я говорю, почему не позвонили сразу? Все мы знаем, что Роза сильная женщина. И она думала, что у нее все пройдет, но давление не уходит, голова как болела, так и болит. Ей выписали лекарства, назначили какое-то лечение. Там на следующей неделе ей нужно идти в больницу. А у нее, она говорит, у меня 45 рублей в кармане. Я, говорит, пойду пешком до больницы, там идти километров 5. Поэтому покупаем таблетки, продуктов тоже, она говорит, у нее нету. Едем до ней, сейчас будем решать, что делать, и потому что нужно с этим всем разбираться. Прямо сейчас давайте отправляемся и узнаем, как себя чувствует Роза. О, какая свежая. Возьмем бананов, яблок. Яблоки для сердца очень полезны. Вани рядом нету, поэтому приходится снимать таким образом. Он там собирается, сейчас я за ним поеду. Возьмем что-нибудь Ане, за маму переживает. Давайте ее порадуем. Возьмем тоже ей вкусностей всяких. Да, давайте большой. Наверное, 2. Для лечения артериальной гипертензии. А это для сердца. Это да. Угу. Спасибо большое. До свидания. Здрасте. Здрасте. Здрасте, я хоть причешусь. Дочка говорит, вы приехали. Я говорю, дайте причешусь. Видела, да, из окна? Ага, из окна. Мама, говорит, ты как приехала. Держите. Вам спасибо Куда вам? большое. Да вот тут поставьте. Ставьте тут. Оба. Так, вот это лекарство. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас как раз вечернее будем пить. Мы взяли и фрукты вам, чтобы сейчас с витаминами, ну, все равно нужно. Продукты все, там, и курицы, крупы. Ань, А то сейчас курица. держи, это тебе сладкое. Спасибо большое. Ты покрасилась, что ли? Девочка эксперименты над ней делает. А. Она учится у нас, там девочка ногти. Папа поломались ногти, плохо она ей сделала, а теперь ногти у нее, знаете, отслаиваются. Ага. И... Во, у нас есть, значит, для Ани хорошее предложение. Вы, ну, я знаю, вы смотрели, да, наши ролики? У нас есть Лиза. Да. Ей сейчас нужна девочка для, ну, модель, да? Для модели, да. Последняя у нее будет работа, и ей уже будет сертификат дарить. И это будет в это воскресенье, скорее всего. Пойдешь? Угу. Куда? Давай. Конечно, она пойдет. Она бы не пошла. Заодно познакомитесь. У вас новая кошка? Это она принесла опять. Вот так вот кто-то выкинул котеночка. Угу. Она у меня добрая девочка. Принесла 2 недели вот назад как раз. Ну, жалко, куда его выкидывать. Я ей говорю, выложи. В морозилочку пока положу. Просто, да, у вас у самих не очень, и вы еще помогаете. А наша кошка очень сильно приревновала. Ушла, спит на 3-м этаже или на улице сидит. А, да? Ревности ужасно. Таблетки это вообще. Спасибо большое. Сейчас даже сердечное выпью сразу. А это что за матрас у вас? Ну это я ей постелила, потому что ей спать уже больно, позвоночник аж болит у нее. Это с детской кровати матрас был. Угу. Это от хозяйский, там в кладовке стояло у них 3 вот таких матраса. Угу. Я у нее спросила, можно взять пока, потому что диван поломался, вы видели. И я вот ей постелила сюда пока в ноги одеяло, пока по что-то приобрести. А сейчас и жарко, все равно одеяло на мне. Ну это совсем прям неудобно. Она тут нет, она вообще со мной почти спит. Но и когда вот мне очень плохо, я начинаю крутиться, вертеться в разные стороны. Она уходит. У нее просто от этого начала очень сильно болеть спина, вот от этого дивана. А в каком месте у тебя спина болит? Вот тут. В пояснице, да? Я уже договорился с массажистом, ну, который занимается на реабилитации против, ну, после инсультов и просто массажи, ну, вот как раз-таки вот, мышцы разрабатывает. Вам сейчас, когда полегче станет, я тогда с ним договорюсь,
Мгм. Он просто как раз выездной, он прям сюда приедет и вас здесь посмотрит обоих тогда. А у вас вообще что произошло? Да я не знаю, вот это вот перепады погоды ж начались. Я начала вот эти пить Плебодию 600 и Дитрогель вы мне ж купили. Мгм. Со мной что-то начало, у меня началось повышаться давление. У меня Это из-за таблеток? Я позвала этому доктору в Москву, который вот это с Москвы написала. С которым доктор. вот связали мы да, вас, я честно не познакомились. знаю, даже мы так общаемся с ним. Я у него спросила, может ли у меня быть? Он сказал, к сожалению, да. Я Плебодию убрала, я начала Винарус пить. Поднялось давление, и оно да, держится? начало давление повышаться то 170, то 180, 160. Я вообще не могла. В субботу вышла на работу, я 3 дня отработала, 3 дня я лежала. Вроде полегче стало, ноги спали, тоже это все. Вышла на работу, и мне начало как-то вот поднялось очень сильное давление на работе. Я администратору звоню, я говорю, пожалуйста, найди мне замену, я не могу. И все, я не знаю даже, как я завтра выйду, или если я не выйду, просто они другого человека поставят. То есть они знают, что у вас, да, такая проблема со здоровьем, и... Да, их это не волнует, надо работать и все. А У если... них одни пенсионеры, одна я вот такая молодая, но тут болезненная такая оказалась. А вы, ну, сегодня вот мы с вами созвонились днем, ну, заплакали. Это вот из-за того, что все накопилось, да, у вас? Ну, конечно, и что... некому высказаться, некому ничего, мне ниоткуда. И вот я же говорю, даже не могла пойти сделать ЭКГ сегодня. Во-первых, на проезд нет. Вот чисто лежит мне до работы доехать, и все. Вы сказали 48 рублей у вас. Да. От давления сейчас уже есть лекарства? Да, они вот у меня, мне тут мужчина, это доктор тоже прислал посылать, ну, это заказал. Я все выкупила. Лекарства-то есть, но видите, еще добавляют. Я говорю ей, врачу, говорю, может, я говорю, уберете это все. Назначите мне новое лечение, потому что врач так сказал, тут, мужчина, тут доктор говорит, что если вам на это, вы скажите, мы купим другое лекарство вам. Она, нет, пока давайте добавим, посмотрим до вторника. А сердце не проходит, продолжает болеть постоянно? Болеть, да, и я корвалол пила, самая дешевая, что взяла в аптеке, корвалол. А она мне сказала, корвалол мне нельзя. Давайте уже к хорошим новостям перейдем. Вот, вот на днях тогда решим, когда можно будет, потому что если вам перезаписываться, неизвестно, когда, да, вас назначат. Да. А лечение нужно уже сейчас. Завтра еду забирать ваше компрессионное белье. Его, под заказ отправляли с Москвы. И сказали, вот сегодня пришло, завтра они уже, можно будет приехать забрать. Я вам завтра его привезу. С пропиской что-то... Ничего, та женщина так и мне больше не... Я ей позвонила, она мне не ответила. С квартирой у вас как-то решается? Я вот выплатила 4000, когда в понедельник или во вторник. Это за какой период? Это я уже должна, получается, за июль месяц. Я еще должна 3000. А, то есть вы за те Я предыдущие... уже, да, я потихоньку отдали? по 4000 каждые 2 недели я рассчитывала с Мгм. ней. Получается, мне на той неделе надо еще 3 отдать. А потом уже в августе месяце, 2 августа, Мгм. мне надо 6000 опять отдавать. Уже полностью, она сказала, никаких вот этих вот. Я опять думаю, все попало. В общем, А если я сейчас, получается, вот эти дни я не поработаю, если это, я не знаю, какие заплачу, это все, это хана просто. если что, тогда я вам завтра привезу туда, на работу. Я же говорю, я сегодня скажу вам, выйду завтра. Созвонимся, да. Много людей нас поддерживали. Вот посылочку нам прислали, Юлия с Хабаровска тоже пришла. с кем да, связались? посылку прислала. Ну да, хорошо, Еще одна зрители женщина, да, там нам помогают. написала. Повыбирала Аня, там радости, аж глаза разбежались, я ей пишу, говорю, вы знаете, говорю, у ребенка глаза поразбежались, я говорю, пожалуйста, что сможете, отошлите. Мгм. Что, Ну, что там- сами посчитают да, нужным. да, там на себя я там пару платьичек выбрала. Там, это. Не, здорово, что хоть потихонечку, да, где-то в каких моментах, все равно нормализуется и лучше. Конечно. Тогда мы давайте до завтра. Вот, завтра уже будет, что все понятно, и уже будем отталкиваться. Я тоже сейчас поузнаю по поводу ЭКГ. Насчет завтра, насчет там ближайшие дни, когда можно будет записаться. Давайте, не расстраивайтесь, все хорошо будет. Вот, улыбайтесь почаще, да. Все, закрывайтесь. Мгм. Ребят, пожалуйста, кто из Новосибирска, либо если у вас есть знакомые в Новосибирске, давайте пропишем Розу с Аней, сделаем им прописку. Очень нужно сделать, потому что мы уже месяц не можем найти. Я списывался с несколькими людьми, у них там в итоге не получалось. Давайте хотя бы на полгода сделаем, чтобы Роза могла устроиться на нормальную работу, не работать в этом туалете. Пожалуйста, напишите мне в Инстаграм или ВКонтакт. Это будет огромная помощь для них. Спасибо.
Ребят, я доехал до Розы, сейчас я ее ищу и будем ей дарить компрессионное белье. Здрасте. Привет. Как ваши дела? Нормально. Блин, вы с таким самочувствием и пол приходится мыть, да? Да и пол, унитаз, они все засирают. Это ужас один просто. Вот сейчас зашла мама с дочкой. Залезли ногами. Я сейчас стою с белизной, все вымываю. Ногами на унитаз? Да, залазит прямо. Капец. Это ужас. И вот То там есть люди считают, что заплатили деньги, значит да, и можно... все, что нужно делать. Что хорошо, что здесь все цивильно, все аккуратненько. Ну то, что, конечно, приходится Розе все это мыть, это, конечно, полная жесть. Розе нужно срочно отсюда уходить, искать нормальное место. Пока нет людей. Ага. Смотрите, я взял маски. Ой, спасибо большое. Сидите в маске, пожалуйста. Да, да, Вот да. люди всякие здесь бывают. Да. Наша цель, к чему мы Все-таки, да, долго мы шли. до них добрались. Да, то есть вот эти германские, Ух ты, какие они красивые. они обалденные. Красивые. Я снял видеоинструкцию на телефон, там Ага. за ними очень серьезно нужно ухаживать, я вам вышлю. Да, да, Их обязательно. каждый день нужно мыть. Вот, мыть вот этим каждый день обязательно. Ага. Это Да, инструкция, это инструкция, гарантия, там возврату, Ага. обмену не подлежит. Ну то понятно, уже ж одел, уже Да. все. Поэтому будете носить, я очень надеюсь, что в ближайшее время уже будет вам легче. Конечно, да. Дай Спасибо бог. большое. Вы вчера вот как себя чувствовали, как сегодня? Так, вот вчера, когда я выпила эту волшебную таблетку Какое, от давления или для от сердца? давления, и сердце, да, оно перестало так Мгм. уже, как вот не жало уже мне. Мгм. И у меня оно даже упало до 125-122 даже. Мерили? Да, я мерила, я Мгм. смотрю, оно все падает, падает, падает. Я аж перепугалась, думаю, сейчас вообще упадет. Покупалась и легла спать. Мгм. Утром встаю, без 10:08 у меня опять. И все это. Я утром вот это перепугалась, думаю, а как я на работу сейчас пойду? Голова болит, голова кружится. Ну хорошо, что администратор мне позвонил и сказал, я проспал к 11 на работу. Мгм. И оно мне к этому времени как раз успокоилось давление, а он мне даже сказал, Роза, давай, если хочешь побыстрее, я тебе вызову такси. Он меня здесь ждал, он рассчитался. Сегодня, в общем, полегче. Полегче, но Слава духота вот это убивает, голова болит, караул просто. Дай бог, чтобы сейчас все нормально было. Завтра одевайте, эти чулочки и скажете, как это, Хорошо. как ощущения. Ну, я думаю, сразу, наверное, вы ничего Нет, не это поймете. чуть туда дальше, оно пока... это Да, всё. через неделю уже будет точно. Да. И еще у нас есть для вас денежка. Возьмите. Зачем? Это здесь деньги врача, с которым вы общаетесь, часть, и часть денег от наших зрителей. Вот я на эти деньги купил вам компрессионное белье, которое нам зрители Мгм. отправляли. Вы говорили, вам там нужно за квартиру заплатить Да, я вот 3000. как раз Отдайте отдам. за квартиру, и там у вас останется еще деньги там. Конечно. Я штаны себе куплю. У меня под компрессионные чулки нету штанов. У меня вот эти одни были штаны, они у меня, значит, я пополнела, разлезлись, я их сделала бриджами, и они тут все порваты. Я лучше штаны себе на выходной куплю, тогда одену. Можно чулочки тогда? Вы Мне смотрите не сами. под что просто одеть, правда, ни Понятно. платья, ничего нету. Говорят, есть магазины для больших размеров. Мгм. Или как магазин там, посмотрите, под вагиз. А у вас именно такой обмен веществ, что трудно на диету садиться? Нет, еще вы что-то? меня не поняли. Я раньше была... Вот она я. Ровно год назад летом. Мгм. Я была совсем... Мне 92 килограмма было. Это я ему него спросила, почему со мной так произошло. И Мгм. ужас, я стараюсь снижать. Он меня спрашивает, салат и то. А он мне даже написал, что из-за того, что у вас был инсульт, вы лежали, Мгм. не двигались, и вот это вы вес набрали. Он мне написал, надо дробное питание, постоянно надо молочка. Завтрак утром там, например, понемногу, по 200-250 грамм, всего понемножку. Может, у меня это... Щитовидка? Да, щитовидка, потому что кто его знает. Мгм. Потому что у меня, когда сделали операцию, у меня была гормональная опухоль. Начала там все по-женски съедать, гнить меня. И вот меня врачи спасли, все, как говорится, полностью вырезали. Из-за этого у меня начался набираться тоже Мгм. вес. Я постоянно стараюсь. Я вот, чтобы дойти, вот как в том году, вот я весила 92 килограмма, я перед этим весила 130-125 килограмм. Я еле дошла до этой цели. Я Мгм. так же само дробно питалась, я постоянно двигалась, я как-то занималась. Но вы знаете, как питаться нужно? Конечно, да. У меня весы специально у дочки. А я их когда вы заберу. планируете заняться? Да этим блин, всем? пожалуйста, хоть сейчас. Но главное, что, понимаете, бывает, Мгм. что есть, нет, кушать, там, каши там чисто пустые, надо и овощ какой-то.
Я пытаюсь, я и так вот, я с собой вот на работу, я вот взяла, чуть-чуть в контейнере там капусту вчера потушила, чуть-чуть в духовочке запекла курочку, вареную картошечку там взяла. Все, я по чуть-чуть взяла. Дочка мне выделила яблоко и персик с бананом. Говорит, мама на работе перекус. Вот знаете, там вот надо покушать Да, каждые 2 полный. часа. Перекус там, Да. например. Там опять вот. И вот я с собой беру вот так вот пакет, контейнеры и потихонечку в течение дня кушаю. Я стараюсь очень сильно над собой. А кому нравится ходить полной? Мне, например, нет. Это здорово, что вы вот это все осознаете, понимаете, и у вас Конечно. есть цель, да, вот Да. вернуться Я хочу к этой, прежний свой к этой вес. фотографии, да. Красивая ж фотография, стоишь в платьечке красивая, все. Мгм. И сейчас я стараюсь не выставлять эти фотографии, друзьям не показываюсь. Опять напишу, ты что, поправилась? Я говорю, после Ну, болезни, вы да. поправились по понятным причинам, ну, По потому что болезни, да. болели. Но это не потому, что вы там ели Нет, картошку так фри, я там, не или еще ем что-то. вообще толком Ну да. ничего. Я боюсь уже. Я не хочу дальше, как, знаете, женщины есть еще больше. Тут вообще духота Да, такая. я вот сижу, голова аж раскалывается. Здесь хоть продувает. А там вот представьте сидеть целыми днями. И до 10, потом я закрываюсь, до 11 мою, каждая все. А сколько у вас в течение дня приходится мыть постоянно, протирать? 5 человек пройдет, я уже бегу смотреть, чтобы приятно было другому человеку зайти, и чтобы жалобы в офис не звонили. Я считаю, что вот зарплата, которую вам платят, она вообще 600 не рублей это оправдана. мало. Это Вообще. очень мало. За ту работу, которую вы делаете, либо премию платить, либо вот, чтобы люди чаевые оставляли. Просто это все в людях заложено, и вот надо, Мгм. чтобы люди переоценили. Поэтому, ребят, если вы ходите, ну, вот в такие общественные туалеты, оставляйте вот кассирам, да, хоть какую-то небольшую денежку, им будет приятно, потому что деньги здесь совсем маленькие. Я очень надеюсь, что сейчас со здоровьем будет у вас легче, что Да, дай вы бог. отсюда уйдете, ну, мы постараемся найти какую-то вам работу, вы поищите, Да, и у что, меня ж мечта, что я в нормально. продавец. Устроиться продавцом, да, Да, в у меня магазин. мечта, я люблю, я с детства, знаете, сижу на уроке русской литературы, у меня был Иван Иванович, учитель мой. Мгм. Я сижу, раньше промокашки были в тетрадках, может, Мгм. помните такие? И я сижу, ключики кручу, а он Роза у нас будет продавцом. Так и вышло, я вот сразу лет 15-16, я уже пошла, ушла в торговлю. Уже А ушла. здесь получается 600 рублей смена. А у меня 3 через 3. Смен месяц у меня получается 4 на той неделе, 4 на этой, например. 3 на той, 3 на этой. 14 смен. 14-15 смен у Ну, меня. 600. Умножить на 600. 8400, бывает 9. Вам, чтобы поменять работу, нужна прописка, Регистрация не прописана. временная регистрация, Да. полис у вас есть. Полюс есть, да, слава И богу. медкнижка нужна. О, вот это тоже. Да, то есть медкнижка, временная Да. регистрация, то, что осталось. Медкнижку не проблема сделать, ну, Нет, не проблема. да. А вот только регистрация, чтобы, да, вам устроиться на нормальную работу, Да. чтобы уже начать что-то более-менее зарабатывать. Ну все тогда. Давайте, вам хорошо отработать. Спасибо, что ты человечище. Пожалуйста. Все, давайте, все хорошо будет, будем на Да, связи. все, на связи. Давайте. Пока. Все, Ане привет. И тогда передайте, что в воскресенье часов в 11 мы заедем за ней. Все, в 11 заедете. Всё. Хорошо. Пока-пока. Я сейчас решил еще сделать небольшой сюрприз для Розы. Я пришел в магазинчик. Здесь продается тайская еда. Это у нас на Ленина находится. И я хочу взять ей что-то такого попробовать, чтобы ей понравилось. Но я думаю, том-ям брать, наверное, не вариант, что он острый, вдруг ей не нравится. А вот пад-тай вот с креветкой, я думаю, ей понравится. Сейчас принесу, пусть попробует. Все, спасибо большое. До свидания. Ку-ку. А, Я вам покушать принес. ой, спасибо. Попробуйте. Я тут взял, Что это тайская еда. Кушали такое? Нет, никогда не ела. Очень Интересно, как вам понравится, нет? Тайская еда. Это называется пад-тай. Ой, Ой, тихо, ага, тихо. ага. А вилки-ложки есть. Ой, Я думаю, хорошо, удобнее что- будет. Да. Тут я не буду. Палочкой не совсем удобно. Это вот традиционная еда в Таиланде. Интересно, да? Вкусно, да. Сладко такое. Ну, Спасибо. здесь рисовая лапша, вот какие-то ростки там еще у них Мгм. есть. Ну, в общем, здесь и полезно, и вкусно. Спасибо большое. Ладно, кушайте, не буду отвлекать. Все, Спасибо. увидимся. Мгм. До свидания. Привет. Привет, здравствуйте. Привет. Все хорошо, настроение хорошее. Готова работать.
Ты уже заранее на все мои вопросы ответила. Ну да, но я уже предполагала и ответила. У тебя сегодня ответственный день. Я знаю. Да. Мгм. Последняя твоя работа. И после которой, я думаю, ты уже начнешь Да, я уже хоть начну. какую-то копеечку Да. зарабатывать. Если что, буду постепенно тренироваться дома и буду делать, ну, хоть за какую-то копеечку. По времени сколько у тебя сейчас уходит? Тогда, так, выходила, получается, 2 часа 50 минут. Все вместе, да? Да, все вместе. Но это быстро. Не тогда, как мы 7 Да. сидели. Поедем? Да. Доброе утро. Как настроение? Это Лиза. Вот. Сегодня она тебе будет делать маникюр. Вы готовы? Да. Как сегодня настроены? Ну, позитив. Круто. Поехали. А прямо сейчас можете посмотреть другие видео, которые высветились перед вами на экране. Увидимся в следующих выпусках.